Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас 12 ноября, сегодня у нас с вами воскресенье. Обращаем ваше внимание, сегодня достаточно важный день для многих людей. Почему? Дело в том, что завтра у нас с вами 13 ноября, завтра у нас с вами понедельник, и понедельник непростой. Почему? Потому что у нас с вами новолуние, а новолуние в знаке зодиака Скорпиона. Обращаем ваше внимание, что это новолуние достаточно такое вот интересное, положительное, созидательное. Многие люди могут изменить свою кардинальную жизнь. Кроме того, у нас с вами Скорпион отвечает и за деньги, и за отношения, за партнерство. Более подробно, друзья, у нас есть на канале вышло видео, которое называется 13 ноября, решающее новолуние. Каждый может изменить свою жизнь. Поэтому обязательно после просмотра этого видео загляните и посмотрите. Много даем очень важную, интересную информацию, а также что дальше ждет. Ну а сейчас мы с вами продолжаем. Итак, сегодня 12 ноября, друзья. Сегодня у нас с вами воскресенье. И сегодня большая ко всем просьба: проведите одну простую практику. Покормите сегодня птиц. Почему именно в этот день нужно покормить птицы? Как с помощью вот этой вот практики вы можете привлечь изобилие, достаток и благополучие. Давайте вместе с вами далее, друзья, будем разбираться. Итак, сегодня, друзья, 28-е, 29-е лунные сутки, последний день убывающей луны. Постарайтесь сегодня отдохнуть, набраться сил, возможно, написать свои какие-то планы на ближайшую неделю. Но, пожалуйста, большая просьба, не активничаем сегодня, ну никак. У нас с вами сегодня убывающая луна в знаке зодиака Скорпион, но есть несколько, друзья, девочки и мальчики, моментов, на которые вам стоит обратить внимание. Во-первых, у нас сегодня с вами последний день убывающей луны, а это очень сильно будет влиять на людей. Кто-то будет нервный, раздраженный, эмоционально нестабильный, ругаться будут, спорить, конфликт. На другие люди, наоборот, будут гиперпассивными людьми. Поспать, поесть, посмотреть что-то по телевизору или какой-то фильм. Поэтому, вне зависимости, какой вы категории себя можете отнести, будьте сегодня умиротворенные. Старайтесь выйти сегодня на природу. Если в вашем регионе сегодня солнце, обязательно примите сегодня солнечные ванны. Обращаем на это ваше внимание. Далее у нас с вами идет зима, и зима достаточно будет суровая, для кого-то даже очень тяжелая. Но именно сегодня, перед новолунием, нам нужно с вами энергетически подготовиться. И именно Солнце может нам в этом помочь. Кроме того, сегодня очень хорошо покормить птичек. Далее мы расскажем, как правильно сделать, какие слова говорить. Но сегодня ваша задача больше отдыхать, более релаксировать. Возможно, продумывать какие-то планы на ближайшее будущее, даже на полгода, на ближайший год. Это поможет вам в вашей жизни. Не думайте о том, что у вас что-то сегодня не получится. Если в вашей жизни что-то не получается, вы расстроены, вы недовольны, или вы хотели по одному, а получается по-другому, принимайте это все. Почему? Потому что новолуние близится, у многих людей не хватает энергии, люди могут вам обещать, давать клятвы, а в конечном итоге у них это не получится. Соответственно, люди могут быть раздражены. Что же касательно завтрашнего дня, завтра 13 ноября, для кого-то цифра вообще 13 тяжелая, но вы даже должны сами знать и чувствовать, как у вас проигрывается вообще число 13, потому что есть люди, вне зависимости, это пятница 13 или просто 13 число, у людей в этот день, ну прямо беда, ничего не получается, а у других людей, наоборот, 13 число, это самый счастливый день в каждом месяце, поэтому если вы знаете, что у вас все хорошо, то, пожалуйста, пробуйте, делайте и так далее. На что еще стоит обратить внимание? Сегодня могут проявляться лживые люди, показывать свои, знаете, связи, навязывать себя. Поэтому избегайте вот таких вот назойливых и пустых людей. При этом такие люди могут появиться и в общественном транспорте, на остановке, могут появиться буквально из ниоткуда. И
Ваша задача избегать таких людей. Видите, что человек несет вам какие-то пустые энергии, вы это чувствуете уже на интуитивном уровне, вам это начинает дискомфортно быть, вам не нравится. Прощайтесь, идите своей дорогой. Кроме того, у некоторых людей сегодня могут появляться мрачные мысли, какая-то тоска, слезы, агрессия. Убирайте это. Почему это нужно убирать? Потому что энергии не хватает, новолуние еще не наступило, и многим людям они не знают, куда себя деть и как вот подпитаться. Поэтому, пожалуйста, будьте немножечко внимательны и будьте немножечко осторожны. Кроме того, энергетика достаточно сегодня на самом низком уровне, люди истощаются быстро, поэтому если вы сегодня запланировали что-то глобальное сделать, ну, например, генеральную уборку, начать ремонт или делать какие-то покупки каких-то крупных вещей, подождите, потому что энергии вам не хватит, и вы потом будете сами разочарованы от того, что вы затеяли. Обращаем на это ваше внимание. Кроме того, сегодня может накапливаться стресс, появляться подавленное настроение, может быть какая-то непонятная тревога, нервное напряжение. Если у вас это есть или в вашем окружении, старайтесь с такими сегодня людьми не общаться и быть как меньше в общении. Почему? Потому что такие люди будут пытаться у вас взять вот эту энергию созидательную, энергию божественную, а она у каждого должна быть своя. То есть каждый должен научиться ее сам иметь в своей жизни. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки неблагоприятный день. Если вы работаете в торговле, пожалуйста, будьте очень осторожны и внимательны, потому что могут быть кражи, может быть какая-то ложь, может быть какое-то недопонимание. Занимайтесь самым лучшим, занимайтесь какими-то своими повседневными, какими-то обыденными делами. На обед или на ужин приготовьте хороший обед, ужин такой вот, знаете, удивите свою, как говорится, семью. И вообще посвятите сегодня себе, своей семье, своему дому. Посмотрите какой-то фильм или сериал, у каждого это будет свое, но, знаете, отдохните, потому что следующая неделя, она будет очень активна для многих людей. При этом вы, как бы, даже сейчас скажете, да что вы, у меня как обычная неделя, как неделя. Нет уж, после новолуния, которое в знаке зодиака Скорпион, для многих людей появятся, знаете, новые какие-то просветы, появятся новые возможности, поэтому вы должны быть энергетически подготовлены, а не так, что, как говорится, начать нужно работать, реализовывать какой-то проект, а у вас ни сил, ни энергии, как говорится, хотите отдохнуть, пойти в отпуск и так далее. Этого не должно быть. Что же касательно отношений между людьми, между близкими людьми, то сегодня она может быть обстановка такая вот нервозная, могут возникать какие-то ссоры, какие-то разногласия, скандалы, конфликты. Это все может сегодня происходить на пустом месте. Поэтому все-таки будьте внимательны и будьте осторожны по отношению к своим самым родным и близким людям. Что же касательно здоровья, обратите внимание, что сегодня могут обостряться психические заболевания, также может сегодня быть возникновение депрессии, тоски. Также сегодня ни в коем случае не ставим клизмы, не делаем уколы в ягодицы. Обратите на это, пожалуйста, внимание. И в этот день желательно соблюдать пост и воздержание. По возможности не переедайте, постарайтесь как можно меньше есть жирной пищи, уделяйте больше внимания тому, чтобы быть более легким. Также сегодня рекомендуется в этот день печь хлеб, блины, пироги. Также в пищу лучше всего в этот день употреблять изделия, которые вы можете испечь, а также ячмень, все злаки. И старайтесь сегодня есть как можно больше молочной пищи. Мясо, правда, сегодня нежелательно. Обратите на это внимание. Перед сном не забудьте принять душ и подержать ноги в прохладной воде. Даже если вы сегодня не планировали это сделать, сделайте перед новолунием. Большая просьба, обязательно примите душ. Если любите принимать ванну с маслами и так далее, то, пожалуйста, это даже будет намного лучше. Обращаем ваше внимание. Что же касательно стрижки волос в этот день, 12 ноября. В результате стрижки волос теряется сегодня энергия человека, и вы
вы таким образом можете состричь те блага, которые предназначались вам Вселенной. Поэтому 10 раз подумайте о том, нужно ли вам сегодня по лунному календарю стричь свои волосы. На что еще стоит обратить внимание? Сегодня очень хорошо работать с энергией, со стихией огня. То есть, что это имеется в виду? Сегодня хорошо зажигать свечи, лампады, окуривать помещение благовониями. При этом вы это можете делать и днем, и в вечернее время. Поэтому мы в начале видео сказали о том, что сегодня очень хорошо, чтобы вы принимали именно солнечные ванны, потому что солнце, огонь имеет сегодня в этот день очень важное значение. Оно привлекает только положительные энергии. А это нам, друзья, и нужно. Обращаем на это ваше внимание. Также, если у вас дома церковные есть свечи, зажигайте сегодня побольше церковных свечей. Нет, зайдите сегодня в церковь и купите хотя бы пару, хотя бы самые тоненькие, потому что церковные свечи, они имеют очень такое энергетическое сильное значение. Также обращаем ваше внимание, нельзя сегодня верить никаким обещаниям, прогнозам и клятвам. Не стремитесь к этому. Значит, что еще стоит обратить внимание по лунному календарю? Сегодня не стоит общаться с начальством, сегодня не стоит менять место работы, сегодня не стоит заниматься недвижимостью. Это плохой день для этого. Все-таки время перед новолунием все-таки для некоторых людей может быть достаточно тяжелым. Может быть такая ситуация, что вы, выйдя на улицу, даже не можете вспомнить, зачем вы вышли на улицу, для каких целей. То ли вынести мусор, то ли пойти в магазин, то ли еще пойти к подруге. Знаете, вот такие могут быть провалы в памяти. Это нормально, это буквально пару секунд такое происходит. Это связано с тем, что энергии не хватает, и тело само не знает, как себя вести в той или иной ситуации. Не бойтесь этого состояния, но научитесь в такие вот моменты контролировать себя. Что же касательно физических нагрузок, сегодня же день подходит для физических нагрузок. Еще раз обращаем ваше внимание, сегодня стоит заниматься небольшими какими-то домашними делами, чем-то глобальным, что-либо делать, менять, этого не стоит. Также еще раз обращаем ваше внимание, сегодня хорошо печь пироги, блины и хлеб. Что же касательно снов, то сны могут вас пугать, могут быть тяжелыми, неприятными, но они лживые, они обманчивые, никакой важной для вас информации они не несут, поэтому не стоит так переживать. Теперь давайте обратимся к Архангелу Михаилу и посмотрим, что же он несет нам в этот день, 12 ноября. Девочки и мальчики, сегодня очень интересная карта, которая вот выпала на этот день, которая звучит следующим образом. Впустите в себя правду и действуйте соответственно. О чем это нам хочет сказать Архангел Михаил? О том, что вам нужно убрать из своей жизни ложь, любой негатив, сплетни, зависть, все то, что несет негативной энергии в вашу жизнь. И вы должны быть обязательно честным перед собой в первую очередь. Вы знаете, что вы делаете в этой жизни, как вы делаете, с кем вы разговариваете, что вы говорите. Поэтому сами перед собой вы должны быть честными, и тогда вы будете понимать и осознавать, что вам нужно дальше делать. Кроме того, сегодня может быть такие состояния, что вы будете хотеть что-то попробовать, сделать, и обязательно не пренебрегайте вот этими внутренним вашим состоянием. Захотелось это, сделайте. Также, если у вас есть сегодня какие-то страхи, есть какие-то негативные моменты, взгляните им в лицо. Очень сложно, особенно своим страхом, своему негативу, но вы должны понимать и то, что вы хозяин своей судьбы, только вы можете изменить и себя, и свою жизнь, и так далее. Что же касательно молитвы на этот день, то она, друзья, звучит следующим образом. И я прошу твоей поддержки и помощи, чтобы разобраться в своих чувствах, чтобы я мог быть милосерден и предельно честен с собой и с другими. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что даешь мне мужество и силу. Обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну и также сегодня покормите птиц, девочки и мальчики. Возьмите сегодня в любое время
крупу, которая у вас есть, нет, возможно, есть крошки. И пойдите в парк, возможно, у вас дома куры есть, и покормите. Когда будете кормить, скажите следующие слова. Летите, птицы, на мою пшеницу, несите с собой по деньге, да все давайте мне. Как птицы на зерно слетаются, так и деньги ко мне в кошелек слетались. Аминь. Вы можете эти слова говорить несколько раз, пока кормите птиц. После этого идите, занимайтесь своими делами и, знаете, как бы отправили вы Вселенную, поблагодарили Вселенную и больше к этому не возвращайтесь. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 12 ноября. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ.